Друзья, всем привет! И снова мы с Ксюшей. Сегодня мы будем делать солевой пилинг и солевое обертывание. Подписывайтесь на мой канал, переходите в описание к видео, нажмите слово «Еще», и там будут все ссылки на онлайн-обучение. Проходя у меня онлайн-обучение, вы будете получать ответы на все вопросы, которые будут возникать. Я буду отвечать лично. Итак, сегодня мы будем делать все солевое. Первое, что мы будем делать перед пилингом, лучше тело немножко распарить. Если нету сауны, если нету фитобочки, лучше это сделать, например, можно, не лучше, а можно это сделать в душе. Но так как у нас есть баня, мы это сделаем в бане, и минут 5-10 хватит в пребывании при 50-градусной температуре, чтобы клиент побыл, немножечко эпидермис, так скажем, он, как сказать, ороговевший, ну, грубо говоря, размяк, да. Можно было легко счистить, да, правильно? да. Я думаю, так. Все так. И так, я тебя сейчас, Ксюш, в сауну буду провожать, ты там полежишь, а потом мы уже будем делать пилинг и обертывание. Угу. Проходи. Давай сейчас тебе полотенечко постелю. И пока клиент лежит в сауне, мастер может отдохнуть немножко. Но бывает так, что некоторые мастера работают в сауне. Это, конечно, идеально, когда клиент лежит в хамаме или в сауне и делаешь пилинг. Тоже классно, но это нужно привыкать к жаре. И очень достаточно жарко. Вот я начинаю потеть. Тяжело, в общем, это для мастеров, поэтому для себя я уже давно решила, что пока клиент лежит в сауне, там это его процессы, вот, а я там пока в своих процессах нахожусь. И когда клиент выходит уже через 7-10 минут, я начинаю делать пилинг. Поэтому да, можно, но тяжело. Все, Ксюш, можно теперь уже на пилинг проходить. Время прошло. Ты чуть-чуть погрелась немножечко. Согрелась уже чуть-чуть, да? Согрелась, да. Проходи обратно. Ой, сюда. И на спину можно ложиться. Угу. Ну все, можно начать солевой пилинг. Самим можно его приготовить. Чем хуже солевой пилинг, чем он хуже, чем сахарный, например. Соль, она немножко может высушивать кожу, и для этого я буду добавлять эфирное масло и обычное масло, базовое, масло жирное, плюс эфирное для запаха. Так, я что-то запуталась. Добавляем сначала морской соли. Небольшое количество. Соль лучше, чтобы была не крупноабразивная, иначе можно клиента поцарапать, особенно на первых этапах, когда у вас нет еще опыта, и вы только начинаете работать с пилингами. Мастера бывают, что очень сильно внедряются в этот процесс, начинают сильно натирать клиента и тем самым будут травмировать кожу. Поэтому здесь сила все равно никак не нужна. Добавляем масло, небольшое количество, для того, чтобы напитать кожу.
Этот пилинг у нас будет и пилингом, и обертыванием. Клиент побыл уже в бане. Добавлю несколько капель эфирного масла. И как в любом пилинге, который мы сами составляем, можно разные масла добавить, не только кокосовые, карите, и масло авокадо можно, и какао масло. И добавляем воду. Сейчас чуть-чуть водички добавлю, чтобы он лучше скользил по клиенту. Оп. И погорячее будет вода у нас. Прям горячую воду добавляю, горячую, все равно она будет остывать. Если мы это делаем в хамаме, то воды можно добавить меньше, так как в хамаме достаточно влажно и кожа уже будет увлажнена. Поэтому здесь уже в зависимости от того, где вы делаете пилинг, мы добавляем либо больше воды, либо меньше. Так как у нас этот пилинг будет солевой в сочетании с обертыванием, такая получается процедура 2 в 1. Минут 15 мы делаем солевой пилинг. Соль, конечно, она покрупнее, даже самая мелкая, чем сахар, она поагрессивнее, поэтому стараемся прям вот еще поверхностней работать и прикасаться очень нежно к коже клиента, без нажима, без давления. Чувствуешь, да, Ксюш, что покрупнее все-таки? Да, я чувствую агрессию. Агрессию соли. Но правда, я чувствую разницу, это факт. Ну почему говорят, что вот морская вода очень полезна? Ну, она полезна, но точно не из-за соли она полезна. Для суставов, да. Для кожи нет. Полезно для суставов? Для суставов, да. То есть солевые ванны, солевые обертывания очень полезны для суставов. Почему после солевой ванны, после того, как человек в море искупался, например, да, не рекомендуется при заболевании суставов смывать несколько минут, 20-30, такой эффект солевого плаща. Но это не из-за соли самой, не из-за натрия хлора, а из-за того, что в морской воде содержится очень большое количество микроэлементов, которые выделяются в основном водорослями. И они сквозь кожу проникают, да, и доходят до суставов. Да, но да. Обычная соль, то есть по идее нет. Нет. Только морская. Ну, то, если это натуральная. Натуральная морская соль, потому что там все-таки сохраняется какое-то количество микроэлементов. Вот. А натрий хлор, он на самом деле агрессивный, он обезвоживает кожу. Почему после морей у людей начинает кожа сохнуть? Ну, плюс солнце, да, и еще вот этот натрий хлор. Натрий хлор же он, да, называется. Натрий хлор. Соль, да. Да, натрий хлор. Чтобы клиента не переворачивать, я ножку так предлагаю согнуть и нанести. Вот вода как раз в пилинге мне помогает хорошо распределить соль и не дает такой агрессии соли на коже из-за того, что там содержится масло у меня кокосовое уже. Ровно ногу. Теперь это сгибаем. Я с этой стороны работаю, но в принципе можно вот обойти. И так, конечно, будет поудобнее. Тоже могут возникнуть вопросы, а как же вот
ягодицы прорабатывать. Можно клиента перевернуть. Ну, можно, да, перевернуть, если вы пилинг делаете такой вот основательный. Хотите побольше, подольше пропилинговать клиента. Чуть-чуть на бочок, прям немножечко. Угу. Не сильно. Да, вот не, вот так просто, даже не переворачивайся, а просто лежа смотри. Ты лежишь ровно, смотри, ровно сейчас. Нет, как лежала. Двигаемся туда, на середине кушетки. И просто приподнимаешь ягодицу. Все, отлично. Так несколько движений просто делаем пилингом по ягодице. Угу, ровно. Ручки вдоль тела. Такой переворот обычно я использую, когда просто обертывание наношу солевое. Но когда, как я и сказала, уже делаю пилинг, такой основательный, да, как вот пилинг, то клиента, конечно, переворачиваю. И делаю сначала пилинг, когда клиент лежит на животе или на спине, и потом уже другую часть тела. Так руку сгибаем, прям расслабляем. Ну, то есть, да, если каждый пальчик вот прорабатывает, да, при пилинге, он может 20 минут идти. Если мы делаем достаточно быстро, просто акцента никакого на пальцы, на пальчики ног, на пальцы рук не делаем, то можно и за 15 минут сделать руку. Животик. Ну, зону декольте также можно пропилинговать очень легкими движениями. Здесь вот прям пальчиками работаем вот в этой зоне. Лицо таким пилингом делать нельзя. Это 100%. На шее такая же кожа, как зона век. Она очень чувствительная. И солью тоже, ну, как бы можно чуть-чуть, но лучше сахаром, чем-то таким более мягким, щадящим. Да. Если это обертывание, мне хочется нанести на спину, я прошу клиента привстать. Прям садимся, просто садимся. Особенно если это обертывание водорослевое какое-то. Туда-сюда клиента не хочется переворачивать. Если непосредственно пилинг, то, конечно, переворачиваем. Клиент ложится. Вот здесь осталось много соли, потому что много положила ее, естественно, с маслом, с водой смешано. Что можно просто ее выбросить, а можно, если это обертывание, прям нанести на клиента дополнительно, уже, чтобы было побольше. Для кого хорошо такое солевое обертывание? Соль, она что будет делать? Она будет оттягивать жидкость, потому что ее концентрация достаточно высокая.
А по закону осмоса у нас жидкость движется из зоны меньшей концентрации в зону большей концентрации. Так как здесь создается зона большей концентрации, соль соленая сама по себе, жидкость будет, так скажем, на каком-то минимальном уровне, немножко переходить в зону, там, где у нас расположен солевой пилинг, солевое обертывание. Ну и для суставов тоже это будет полезно. Плюс это пилинг, очищение кожи. Сейчас я руки сполосну. Ощущение такое, прям руки, они напитанные. Много, видимо, я масла положила, можно было меньше. Ну и закрываем клиента пленкой. Можно ноги как удобно, тебе хватит, Ксюш, точно. Достаточно большая простыня полиэтиленовая. Опять же, клиент у нас был в сауне, был разогрет уже перед пилингом. И если помещение очень теплое, то не обязательно пользоваться термоодеялом. Это может вызвать перегрев, тошноту у клиента, плохое самочувствие, повышение там или снижение давления. Но что-то может случиться по ощущениям для клиента неприятное. И если клиент у меня уже был в сауне, то я просто накрываю клиента полотенцами. Можно, наверное, также большим здесь накрыть. Обязательно полотенцем подворачиваю. Если клиент в сауне не был, а постоял в душе перед пилингом, то я могу в термоодеяло положить. И если в помещении не жарко, термоодеяло, сначала режим выставить определенный, там, например, 50 градусов, потом через 10 минут снизить его, или через 20, здесь уже по ощущениям. Для хорошего такого обильного потоотделения, если мы работаем на уменьшение объемов, и кожа будет лучше напитываться, когда клиент будет потеть, масло кокосовое лучше будет проникать в кожу, то есть кожа такая напитанная. Вот сейчас я руки свои чувствую, кожа прям вот она такая маслянистая. Вот такая у нас процедура получилась. Она достаточно недорогая по себестоимости. Каждый мастер может ее включить в себе в свой прайс, взять ее в работу себе. Ее может миксовать с любыми массажами. Ну, кроме медового, наверное, потому что это отдельная процедура. Так что да, такой универсальный протокол процедуры, когда клиента сначала немножко распариваешь, потом делаешь пилинг, потом обертывание и потом уже массаж. Это такая классика СПА-программы. Друзья, ставьте лайки, переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой и приходите в мой салон Ду-массаж, который находится в Москве. Записывайтесь. Онлайн-запись на массаж будет в описании к видео. Всем пока!